убийстве Леси Лапиной я тебе расскажу, что помню. Ничего! Сереж, это не наша директриса. Это ее сестра-близнец. Это вам. Приятно. Кто такой? Привет. Я разговаривал с Анной. Она мне рассказала, что она видела мужчину с татуировкой на плече. Мне кажется, что это Илья, наш заказчик. Мы не договорили. Мне плевать. Если что, у меня и квитанция есть. О чем это он? Думаю, Сереж, вот об этом. Любимый Рите. Прости на минутку. Макар, можно вас? Извините. Надеюсь, вы меня уже не подозреваете? Послушайте, Илья, я не могу подозревать или не подозревать человека беспочвенно. Просто у меня сейчас нет доказательств вашей вины. А у вас, кстати, нет доказательств вашей невиновности. Я готов рассмотреть другие варианты. Я понимаю. Вы жене часто изменяли? Нет. Рита была первой. Понимаете, когда мы встретились с Олей, она была такая нежная, добрая, чуткая, утонченная. А потом пожили пару месяцев. Оказалось, она совсем другая. Ну а что ж не развелись-то? Оля забеременела. И я мог бы бросить женщину, но ребенка никогда. Понятно. Так и прожили. 20 лет. Сын вырос. Потом я встретился с Ритой. Я понимаю, вам это покажется смешным, но это было просто какое-то безумие. Наваждение какое-то. Я не мог прожить без мысли о Рите. Ни дня, ни минуты. Сочувствую. Жалко Риту, она была очень хороший человек. Такие редкости в наше время. Правда, Ольга Константиновна? Да. Она замечательный человек. Я даже стихотворение написала. Хотите послушать? Я прошу, можно не сейчас? Я все-таки прочту. Цветами опоясанная дева ушла от нас навек в лучах свечей. Другая нынче правит королева. Я прошу тебя, замолчи. У меня болит голова, я хочу побыть одна. Я понимаю, Ольга Константиновна, но у меня к вам очень важное дело, которое не терпит отлагательств. Скажите, а вы хорошо знали Олесю, Ольгину сестру? Да, неплохо. С Алисой я встречался еще до Ольги, но это было простое юношеское увлечение. Я помню, я приехал в Пригожино на лето к приятелю. Москва уже порядком надоела, захотелось отвлечься. А здесь совсем другой колорит, свежий воздух. Встречались с Олесей, сразу понравились друг другу. В первый вечер поцеловались. Вы знаете, Олеся, она, конечно, была красивая, яркая, но грубоватая. Смешно тебе, резкая. Могла так обложить, что просто у грузчика уши болело. Гаденыш. Две сестры, одно лицо, но такие разные. Оля, она такая веселая, добрая, с чувством юмора, легкая на подъем, как и я. Ну, в общем, влюбился. Но вы не подумайте, я не хотел встречаться с Ольгой. Просто было очень неудобно перед ее сестрой. Я думал, вернусь в Москву, все забудется. Но... Встретились с Ольгой, объяснились. Кажется, у нас гости. Это что такое? Ты аккуратней можно? Да. Что-то подобное я видел в каком-то из фильмов ужастиков. Вы, может, мне скажете уже, в чем меня подозревают или нет? Чисто. А что здесь происходит? Лилечка, я бы тоже очень хотел это знать, но... Сюрприз. Нашел в спальне под тумбочкой. Что это? А вы его жена? Да. Не знаете, что это? Нет. Отправка на экспертизу. Ну, это не мое, это...
А может, это какая-нибудь валерьянка тети Веры? А? Это точно не валерьянка. Ну, не валерьянка, значит, еще что-нибудь. Почему я знаю? Но это не мое. А что это вы так разнервничались, если это не ваше? Будешь тут нервничать, когда вываливаются к тебе полицейские и обвиняют неизвестно в чем. Вас никто ни в чем не обвиняет. Только в ближайшее время будьте любезны, никуда не уезжайте. Это в ваших же интересах. Вперед. Всего доброго. Валерьянка. Разберемся. О, Петенька, ты как? Почему без предупреждения, а? Ох ты, мой дорогой. Ой, мой хороший, хоть бы позвонил, я бы приготовила что-нибудь. Да ладно, успокойся, я не голодный. Все равно пойдем к столу, я угощу тебя компотом. Сварила сегодня утром. Видишь, какой красивый? А вот пирог вчера вечером испекла с клубникой. А ты рассказывай, как у тебя с работой? А лучше не придумаешь. Шеф открывает новое направление. Хочет, чтобы я его возглавил. Да, будем заниматься SEO-оптимизацией. Это... Ну, это способ такой улучшить рейтинг сайта. Ну, надо же. Какой ты у меня молодец. Я тобой горжусь. А что у тебя с диссертацией? Тоже все хорошо. Диссер уже почти дописал. Так что кандидатская, считаю, у меня в кармане. Слушай, ну... Я все-таки приготовлю что-нибудь нам вкусное. Мам, погоди. Да. Я чего хотел спросить-то? Да. Защита столько денег съедает, Так. я и не представлял. Этому отстегни, тому дай, оппоненту, научному руководителю тоже отстегни. А шеф еще, как назло, зарплату урезал. Ну, временно, в связи с расширением. Ну вот, ты не могла бы дать мне немного денег? Олег! Где они? Да кто они? Таблетки твои где? Какие таблетки? Слушай, дурочку-то не строй. Твои таблетки от аллергии, где они? И чек мне еще заодно покажи. Да нет у тебя ничего в сумке. Смотри мне в глаза. Это ты этот пузырек купила гребаный, да? Не покупала я ничего, Олег, пусти Ты меня, вызвала пожалуйста. ментов? Я не вызывала никаких ментов. Что ты хочешь, дрянь, чтобы меня посадили, да? Олег, пусти, Имей в виду, я тебя вышвырну вон отсюда. А сын со мной останется, понятно? Ладно, мам, побегу я. Как? Ты же только что пришел. Ты еще пирог не поел. Нет, мам, в следующий раз. Не надо. У меня встреча важная через час. Я пришел посмотреть, как ты тут, и все. Кстати, ты присмотрись к своим приживалам. Это они хотели тебя убить и деньги твои прикарманить. Это мой сын! Ты поняла меня или нет? Олег, что ты делаешь? Вас еще не хватало здесь! Да отпусти ты меня! Олег! Весело тут у вас. Впрочем, как всегда. Правильно, что сюда пришли. Вы молодец, что позвонили мне. Я просто истеричка какая-то. На самом деле обычная бытовая ссора. Я и себя накрутила, и вас. Лиль. Я лучше домой. Лиль, что там? Лиля, вы знаете, что побои – это преступление. Ну-ка, присядьте. Послушайте меня внимательно. Если вы не уйдете от него, рано или поздно он вас убьет. Можно на «ты»? Да. Его нельзя жалеть, его нельзя оправдать. Лиля, у тебя одна только жизнь. Понимаешь? У меня есть хороший адвокат. Я тебе обязательно помогу. Я подумаю. А почему он взбесился? Вроде весеннее обострение прошло. Там полиция приходила, они пузырек какой-то нашли, отправили на экспертизу. Так. Олег решил, что это я его подсунула. Ну, наверное, они его подозревают во всем этом. Пузырек, говоришь? Значит, мог ли он убить? Нет,
Ну, Олег тяжелый человек, он нуждается в психиатрической помощи, он даже состоял в подростковом возрасте на учете, но нет, убить он не мог. Он хороший. Все будет хорошо. Не, ну он уже псих, Макар. Как Лиля может с ним жить, а? Сереж, ты бы лучше о работе думал, а не о Лиле. Макар, я, в отличие от тебя, хочу иметь семью. А ты бы, знаешь, тоже для разнообразия задумался бы об отношениях. А то тоже ворчишь, как старая бабка. Сереж, в отношениях самое прекрасное – это конфетно-букетный период. А потом семья превращается в коллектив чужих тебе людей, которые думают только, как бы разделить квадратные метры. Так что, Сережа, я люблю работу. Она никогда не бывает в скверном настроении и иногда радует интересными делами. Макар, если тебя когда-то предала женщина, это не значит, что все женщины одинаковые. Слушай, Сереж, давай оставим эту тему. Ты мне лучше расскажи, с какого перепуга менты к Чайке нагрянули. Не знаю, может, у них есть на него что-то. Или было. Полиция привет Бабкин беспокоит. Хорошо, хорошо. Слушай, Владимир Петрович, пробьешь одного человечка по базе? Олег Чайка. Чайка? Ага. Проживает в Пригожино, Московской области. Ориентировочно 40 лет. Угу. Слушай, это невозможно. Он же ее убьет когда-нибудь. Кто? Кто он, муж Лили? Сереж, займись делом, а? Да-да, я здесь. Угу. Илья, нужно будет съездить завтра в город, в больницу. Все-таки решил показаться психологу? Нет. Я записал нас в Центр планирования семьи. У тебя красиво получается, а у меня? Что? Что? Красиво. Зачем? Мне кажется, что пришло время завести второго ребенка. Ты издеваешься? Когда 10 лет назад я умолял тебя оставить ребенка, ты мне что сказала? Но я была не готова, и потом Диму нужно было поставить на ноги. А сейчас самое время, мне кажется. Вот именно, что тебе кажется. А то, что мне кажется, тебе совсем не интересно. Мое мнение тебе параллельно. Машина. Илья, ну извини. Я знаю, что ты давно мечтаешь о малыше. А ты? Мало ли, о чем я мечтаю. Я, может, всю жизнь мечтаю с парашютом прыгнуть. Тоже пойдешь? Мне не нужны эти жертвы. Извини, я прогуляюсь. Иди, Калюня на тебя заждалась. Так, я нарисую воздушный шарик. Я тоже хочу! Леночка, Толя, идите ко мне, ребят. Мама зовет, побежали. Ольга Константиновна, что-то опять случилось? Нет. Просто производственные неурядицы. Не обращайте внимания. Послушайте, вот не трудно вам, вот такой пост занимаете, и все так близко к сердцу. Приходится бороться со своими слабостями. Как продвигается расследование? Хорошо. Опрашиваем свидетелей, собираем информацию. В общем, все в штатном режиме. Угу. Вот как раз хотел вас спросить, где вы были с 3 до 5 в день, когда убили Риту? Я ездила в поселок, покупала бенгальские огни и хлопушки, затем вернулась сюда. Угу. А что? Может быть, вы меня подозреваете? Простая формальность. У хорошего детектива, говорят, все под подозрением. Да ладно, бросьте. Это вам, наверное, Илья все рассказал, да? И вы считаете, что я убила ее из-за ревности? Не понимаю. Я, знаете, тоже не дура и не слепая. Все в курсе этой интрижки. Все постояльцы шептались за моей спиной. Ну а что же тогда молчали, а? Потому что мне не 15. Я знала, что я его прощу, потому что я его люблю. К чему устраивать истерики? Я была уверена, что он нагуляется и вернется. Есть еще вопросы? Пока нет. Спасибо. По всему пансионату тебя еще. Давай, чего, какие новости? Чего, Петрович звонил?
Значит, наш Чайка тут еще ловелас. Он приставал во время работы к манекенщице. Некая Елена... Да, Елена Никитична Кузьмина. Ну так вот, она сказала, что он склонял ее к интиму, телефон весь оборвал. В общем, она ему отказала и написала на него заявление в полицию. А через месяц забрала заявление. Так, подожди. А никаких шизофренических историй он не предлагал? Нет. Правда, он попросил только один раз, чтобы она мертвой притворилась, но он отказал, и все. Вот как. Ну да. Я думаю, вряд ли Чайка скромничал в своих желаниях. Только, боюсь, мы об этом никогда не узнаем. Знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, он ей заплатил, поэтому она забрала заявление и ничего никому не скажет. Скорее всего. Ладно. Гриш! Да. Список-то продуктов забыл. Простите, тетя Верда. Ты, главное, перец не забудь. А вот это что? Ой! Гриша! Что с тобой? Гриша! Что? Я сейчас скорую вызову. Подожди, пойдем. Ой. Ничего себе. Попали. Да, аккуратнее. Давай. Гриш, все будет хорошо, слышишь? Девушка, отойдите, не мешайте, пожалуйста. Давай. Вот, сюда. А что случилось? Я побежала за Гришей. Список с продуктами. Тут громыхнуло. Кто-то стрелял. Попали Грише в плечо. Врачи сказали, что ничего страшного, потому что стреляли из пневматического пистолета. Резиновая пуля. Но у Гриши-то нервный шок. И вообще стреляли в меня. Успокойтесь, Вера Ивановна. Подумайте. Может, у вас враги есть? Нет. А вообще теперь я не знаю. Наверное, есть. Кто был дома? Ну, кто? Вот Олег бы рисовал на чердаке. Я. Ну, Гриша, конечно. Свет. Тетя Вера, а почему вы решили, что стреляли в вас? Почему? Потому что Я понимаю, сейчас неподходящее время, но мне кажется, нам нужно поговорить. Значит, надо меня пристрелить. О чем? Успокойтесь, О многом. Например, о мертвых женщинах, о лилиях. Или о заявлении Елены Кузьминой. Помните такую? Помню. И что? Пока ничего. Может, покажете мне свою коллекцию? Наслышан о вашем творчестве. О моем творчестве. Прошу. Ну вот это и есть, как вы изволили выразиться, моя коллекция. Неординарно. Неординарно. Что это значит? Это же ничего не значит. Между прочим, вы имеете дело с направлением живописи, которое принято называть хоррор-пейнтинг. Вам, конечно, это не интересно, и тем не менее. Представители этого направления обращаются к темам, которые, по идее, должны вызывать ужас, а на деле они обладают чрезвычайно притягательным воздействием. Взять тему смерти, например. Но эта картина, скорее всего, показывает, что творится в голове конкретного человека. Художника. Ну, разумеется. Конечно, конкретного. Если говорить обо мне, надо сказать, тема смерти интересовала меня всегда. Но в отличие от большинства, скажем так, творцов, я никогда не боялся думать о ней и говорить, вот посредством живописи. А почему лилии? Потому что люблю. Я считаю, лилия – это самый красивый и гармоничный цветок во всем мире. Вот и все. Я вон и женился на лилии. Впрочем, это, конечно, чистая случайность. Хотя… Ну ладно, это к нашему делу не относится. Мне очень нравится сталкивать, казалось бы,
несовместимые понятия. С одной стороны, у меня красота, нежность, покой. С другой страх, кровь, смерть. Именно этот контрапункт и будоражит, я бы даже сказал, возбуждает зрителя. Вы знаете, у нас с вами разные взгляды на искусство. И, впрочем, меня это мало волнует. А вот, например, домогательство к натурщицам – это уже интересно. Что, отказала девушка? Угостили снотворным? Послушайте, что вы несете-то? Домогательство. Между нами говоря, натурщицы и сами не прочь познакомиться поближе. Ну, не все, конечно. Если кто-то активно сопротивляется, я не настаиваю. Что, я дурак, что ли? А Елена это вообще отдельный экземпляр. Она провоцирует мужчин, деньги из них качает. Это я сразу понял. Вы что думаете, я единственный, на кого она заяву накатала? Я вас умоляю. Даже если это и так, я ни в чем перед ней не виноват. Я ее пальцем не тронул. Может, просто не успел? А? Сидеть. Сидеть, я сказал. Слушайте, вы оставьте свои домыслы при себе. У вас ничего на меня нет и быть не может, потому что я никого не убивал. Разберемся. Кто дома есть? Можно? У вас было открыто. Здрасте. Я Сергей Бабкин, частный детектив. Я знакомый вашей соседки Веры Ивановны. Я пару вопросов задам. Можно? Да. Лев Валентинович, слушаю вас. Очень приятно. Можно? Садитесь. Спасибо. Лев Валентинович, ваша работа. Что? Работа ваша? Вот это вот? Да. Ну, моя. Решил на старости лет рукоделием заняться. Нервы, знаете ли, успокаивает. А в каких отношениях вы с соседями? Ни в каких. Мы друг друга не трогаем. Вот Вера, приятная женщина, добрая. Добрая, всегда первой здоровается. А где вы были час назад? Дома был. Вот картину как раз заканчивал. Потрогайте. Потрогайте. Липко. Липко. Так я ж час назад закончил, лаком покрыл все. Вот сейчас сохнет. Спасибо. Да, Лев Валентинович, а вас кто-нибудь видел? Когда? Ну, час назад. Так, если только мой кот. Вон там сидит за окном. Но он не очень разговорчив в последнее время. Спасибо.
Раз. Так, тихо, 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 тихо. Вот, рука сюда. Вот. Вот. Так, ой, дыши, дыши. Будешь заниматься, поймешь, как это важно. Так, следи за дыханием. Мам, ты что здесь делаешь? Привет, Макар. Ага. А я здесь Алене объясняю асан боковой скрученный угол. Мам, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, что ты делаешь здесь, в Пригожино. А я здесь отдыхаю. Ой, с сегодняшнего дня. Понимаешь, все твои соседи разъехались по дачам, скукотища невыносимая. Так вот мы и приехали. Ой, хорошо. Ой. Так, хорошо. Вот спасибо Аленушке, что разрешила нам вместе с Остином в номере проживать. А ты говорил, все нельзя. Спасибо вам, Ирина Георгиевна. Вы мне показали, какая это йога. Обязательно займусь. Не знала, что это очень полезно. Макар, познакомьтесь. Это моя дочь, Зоя. Зоя, скажи дяде привет. Привет. Привет, Зоенька, привет. А Остин где? Остин? Ой, он, наверное, там, в помещении. Макар, заплати за номер и забери чемоданы, а то они очень тяжелые. Остин! Мама. Я не могу разобраться. Копался. Давай, доделаем и сходим. Там две всего вот эти кнопки, да, и два болта. Голова не соображает. Ну разве так можно говоришь? Кулебин. Как-то я тебе не верю. Добрый день, Свет. Добрый. О. А у соседа в этом году яблоки-то не уродились. Издалека начинайте. Говорите, что хотели. Да я просто хотел узнать, что за человек этот ваш сосед. Да на самом деле, человеком он только прикидывается. Вообще-то он скандалист и подлец. Тете Вере и дяде моему, когда он еще был жив, он всю жизнь испортил. Хотел выкупить наш участок, но тетя Вера не согласилась его продавать. С тех пор у них тихая война. Кстати, он еще по ночам стреляет в мишень. Спасибо за ценную информацию. А где вы были, когда в Григория стреляли? Где я была? Там меня уже нет. И на ваш вопрос я не собираюсь отвечать. Так что, если вы закончили, до свидания. Всего доброго, Свет. До встречи, Свет. Кучно стреляете. Стараюсь. Лев Валентинович, а почему вы меня обманули? А как вы думаете? После того, что случилось с Гришей, скажи я вам о своих спорах с Марком, как вы за это сразу ухватились бы? А к этому вопросу много лет уже никто не возвращается. А стрельба? А что стрельба? Я бывший военный. Военный. Иногда вспоминаю годы службы, тренируюсь. А можно посмотреть оружие, из которого вы тренируетесь? Значит, увлекаетесь художеством. Разрешение есть? Есть. Могу показать. Нет, спасибо. Я уже понял, что это не то оружие, из которого стреляли в Григория. Если, конечно, у вас не арсенал. Спасибо. Увы. Не там копаете. Вы бы присмотрелись к сыну Веры. А что с ним не так? Ну, так не так. Но я несколько раз видел, как он наблюдает за своим домом. Причем из леса. Вам не кажется это странным?
Потом я сюда устроилась. И вот уже почти 7 лет здесь работаю. Какая же ты все-таки умница, Аленушка, а? Вот бы моему Макару такую невесту. А вы знаете, на самом деле я была бы не против. Только мне кажется, что он меня избегает. А я тебя научу, как растопить этот лед. Мужчина по природе своей, по натуре, завоеватель, хищник. Он сначала долго выслеживает жертву, подбирается к ней поближе, чтобы в решающий момент прыгнуть и уже не отпускать. Я такой неуклюжий. Я ничего вас не повредил? Да Ни за что нет? нет. Я могу загладить свою вину. Если вам потребуется медицинская помощь, я к вашим услугам. Я доктор. Как интересно. А мне казалось, что доктора лечат, а не калечат. Ну а в присутствии таких красивых дам разве можно устоять на ногах? Да? Ну а что же вы тогда стоите? Присаживайтесь к нам. Спасибо. А мне пора работать. Да. Присаживайтесь. Я хотел бы с вами познакомиться. Меня зовут Леонид. Вот моя визитная карточка. Ирина. Очень приятно. Я проверила сумку Светы. Там конверт с деньгами. Около 200 тысяч. Где она их взяла? Так, Света не работает? Да нет, самое большее, что ей когда-либо платили за стихи 1010. Она написала поэму какому-то бизнесмену, и, по-моему, он вообще был пьян. Она печатается? Нет, разве что в каких-то сборниках, и то бесплатно. Так интересно, зачем ей такие деньги? Я слышала, что она разговаривала с автосалоном, обещала перевести аванс. Похоже, она заказала какую-то машину и ждет, пока ей ее привезут. Какая ты мне молодец. Кстати, а что ты можешь сказать о Пете, сыне Веры Ивановны? Петя здесь бывает нечасто. Насколько я знаю, он работает программистом в какой-то московской фирме. Идет на повышение. Я слышала, что он просил деньги у Веры. Ну, мало ли. А ты случайно не знаешь его адрес? У меня была смс-ка с его адресом. Сейчас перешлю. Что бы я без тебя делал? Знаешь, ты подумала над тем, что я тебе сказал? Ты уйдешь от своего мужа? Я не знаю, я не уверена, что это будет правильно. Почему? Ты боишься? Да. Я боюсь его реакции. Боюсь потерять сына. Не бойся, ты знаешь, он тебе ничего не сделает. Я тебе обещаю. Да, очень жаль, что мы не понимаем друг друга. Здрасте. Здрасте. Не буду вам мешать. Спокойно, секундочку. Можно вас? Прошу. Прошу вас, вы нам не помешаете. Присаживайтесь, пожалуйста. Я как раз рассказываю вашему мужу, что в крови Маргариты Светловой обнаружено вещество растительного происхождения. В состав этого вещества входит трава, прострел обыкновенный, а в простонародье просто сон-трава. Не слыхали о такой? Нет. Замечательно. И ваш муж тоже говорит, что не слыхал. Однако в вашей спальне обнаружен пузырек, в состав которого входило это вещество. Удивительно, да? Ну сколько можно, а? У нас в округе все собирают траву. Собирают и сушат. Правда? Вы зайдите в любой дом. Там наверняка на подоконнике или еще где-нибудь сушится трава. И этот прострел там тоже есть. Или в аптечке уже. Возможно. Но не в каждом доме его будут прятать. Да никто ее не прятал. Спокойно.
И не каждый рисует такие картины. Такие какие? Держите себя в руках. Такие. Если бы убийца был дураком, его поймали на следующий день. Согласен. А что, Ольга сильно переживает? У Ольги очень странное отношение к трагедии. Когда ей было 13, в автокатастрофе погиб ее отец. С тех пор она ненавидит Чайку. Олега? А он-то тут при чем? За рулем автомобиля сидел отец Олега. Вот как. Но Ольге очень нужно было найти человека, на которого она могла бы принести ответственность за произошедшее. Звучит глупо, конечно, но... Ну почему глупо? С точки зрения психологии, это чуть ли не единственный шанс не сойти с ума при стрессе. Еще партия? Хватит. Я и так вам уже 3 коктейля должен. А то придется весь бар скупить. Да и вообще, теннис не мое. Макар, главное, чтобы расследование убийств было вашим. Слушай, если бы им надо было, они бы позвонили нам и сказали, что 29, ну... 90 тысяч. Где же их возьму-то? Ну, здравствуйте, Петр. Я Сергей Бабкин, детектив. Вы знаете, что на вашу маму покушались? Да, и я даже кое-кого подозреваю. Мне все равно, кого вы подозреваете. Я знаю, что следователь подозревает вас. Что будем делать? В каком смысле? Опа. Ваше? Мое. Ага, так, а это что? Я смотрю, вы весь в долгах. А это да? не ваше дело. Неужели? Не мое дело? Что прячем? А чё это вы мои вещи трогаете? В сторонку отошли, в сторонку отошли. А вот сейчас лучше не мешать. Опа. А пистолет могли и понадежнее спрятать. Да это травма для самообороны. Я просто с учебы поздно возвращаюсь. Это безопасно, а там резиновые пули. Да неужели? Я, наверное, не так объяснил. Резиновые пули, говоришь? Ты знаешь, что резиновыми пулями можно спокойно отправить на тот свет, а? Ты знаешь, сколько случаев было на моей практике? Я никого не убивал. Что? Я никого не хотел убить. А вот теперь давай спокойно и обстоятельно мне все расскажи. Про выстрел, про доску, ну, живо! Ну, мама у меня мнительная очень. Она и до этого была. То в дом кто-то влез, то машина ее чуть не задавила. Ближе к делу сказал. Ну, у нее деньги все время на этих иждивенцев уходят. Дальше, дальше. Я хотел, чтобы она на них подумала и выгнала их. Мне деньги просто нужны. Но я доску эту, я не на маму, я рядом, чтобы подальше. Маму пожалел. Маму пожалел. Маму пожалел. Дальше, дальше давай, дальше. А когда с доской ничего не получилось, я выстрелил. Я за домом следил, чтобы там никого не было. Но я не в маму, я рядом. Не в маму, говоришь, да? Детский сад. Ты знаешь, чем это могло закончиться? Давай, собирайся. Поехали. Куда? В полицию. Зачем? Будешь писать сочинение, как я провел это лето. Понял? Шпаргалки не забудь. Хорошо, что ты меня сюда вытащил. Спасибо тебе. Приятно, хорошо. Я вернусь к вам сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну как там тетя Вера? Говорит, заявление обратно забрала. Да, пришли они вместе. Петя извиняется, просит прощения. Я тетю Веру еле уговорила сюда прийти, но говорит, что денег больше ему не даст, долги оплатит, а потом пусть сам работает. Но главное, чтобы теперь силы воли хватило не изменить свое решение. Да? Слушай, я хотел давно тебя спросить. Как ваши дела? Все в порядке? Да, спасибо. Да. Все замечательно. Да. Спасибо. Да. У нее прям такие русые.
Что случилось? Кто эта девушка? Насколько я знаю, от Алены новая гостья заехала пару дней тому назад. А что? Ничего. Тебе надо успокоиться. Тебе надо успокоиться. Тебе надо успокоиться. Тише, 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 тише. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мам, ну что ты за мной ходишь, а? Макар, ну пообщайся ты хоть с кем-нибудь. Стоишь Мам. тут столбом. Можно я сам разберусь? Ой, Алена. Мам. Иди к нам. Перестань. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я не буду вам мешать. Ой. Ну что, как продвигается расследование? Работаем. Послушайте, а может быть здесь замешано что-то мистическое? Дух старого графа, первого владельца этого имения, заманивает к себе души девушек. Мама, да что же вы стоите, как столб? Подсобите! Ой, а где же наша Золушка? У нее золотые руки. Подойди, милая, помоги сестре. А почему принц Золушку не узнает? Тише, тише. Я не знаю. Потому что он видел ее один только раз. И то в другом Да платье. что же эта туфелька слетела? Да как же так? Вы не та, что пленила мое сердце. Неужели в нашем королевстве не осталось девушек? Маменька. Вы забыли про мою дочь, Золушку. Так позовите ее. Вздор, она за мухрышкой грязнула. А почему мачеха не узнала Золушку? Они же виделись много раз. Это не важно. Все равны перед любовью. Потому что они не ожидали, что она придет на бал. Но лицо-то у нее не изменилось. Подойди, милая Золушка, и померяй туфельку. Маменька, а как же я? Ну что ты, не переживай. Ты слишком хороша для принца. Это несправедливо. Что, голова заболела? Пожалуй, пойду. Да нет, подождите, еще 5 минуточек осталось. Боюсь, я не выдержу 5 минут. Счастье! Макар. Я буду жаловаться на всех. Я нашел ее отец. Я иду в другое королевство. Какая радость! Как же я вас долго ждал. И наконец-то вы рядом. Этого не Вы может быть. лучшие свершения в моей жизни. Вы так долго не узнавали меня. Увы. Но внешность бывает очень обманчива. Отныне мы всегда будем вместе. Ура! 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 Да. Кто? Где вы находитесь? Адрес? Ой, ё. Руки подними! Быстро!